Иногда не кажется, что люди приходят в триатлон, они не хотят его делать, просто нужно попонтоваться, да? Конечно, есть такие? конечно. Потому что видят красивые гидрокостюмы, да, вот эти да, вот да, все да. Велосипеды, с надписями, да, 4000. крутые, да. Хотя, я говорю, опять же, такие вот люди, они меньше всего доходят до своей цели. Потому что, собственно, цели нет. Цели показать себя. Вот и все. Если взять затраты вообще на этот вид спорта, на амуницию, то я думаю, что в пару тысяч долларов на старте можно вложиться. Это чтобы взять более-менее нормальный велосипед, взять себе костюм, велокостюм, там, шлем, очки. Есть сайты Chain Reaction Cycles, Wiggle. Есть у нас в Украине сайты, на которых можно, и веломагазины, на которых можно выбрать себе тот или иной товар. Купив новый велосипед, сразу же сесть и поехать, к сожалению, тяжело. Когда я купил велосипед, мне необходимо было купить еще велотуфли. К велотуфлям еще покупаются контакты или крепления. Для тренировок нужны запаски. Нужен обязательно насос маленький, который крепится на раму, и с ним можно ездить. Ним, к сожалению, нельзя накачать 7-8 атмосфер, требуемые для нормального давления. Но ним можно подкачать колесо в случае замены камеры. А еще необходимы перчатки обязательно. Без перчаток некомфортно ездить. Ветровка, если ветер. Для велосипеда снова же нужна сумочка. Для плавания нужен обязательно гидрокостюм, шапочка, очки. Ну, для тренировок нужна еще колобашка, досточка желательно, можно без досточки, и ласты и лопатки. Обязательно нужно часы, то есть как бы пульсометр, с которым можно тренироваться. На первый взгляд кажется, уже все куплено и все есть необходимое, а на самом деле еще столько всего нужно. Для бега нам нужны кроссовки. Здравствуйте. Привет. Самые дешевые кроссовки, которые можно взять вот на сегодняшний день для бега, мы сегодня посмотрим ценники, но я ориентируюсь это где-то в районе 2000 гривен. Я свои взял за порядка 80 долларов. На маленьких дистанциях не ощущаю никаких проблем. А бегу там 8-10 километров, 12 у меня там натираются ноги, мозоль. Процесс натирания, он больше связан с носками. Если носки правильно подобраны, они соответствуют индивидуальным особенностям самой стопы, то натирания не будет. Вот это место, оно втаптывается, оно адаптируется, но где-то после 50-го километра. До 50-го километра нужно одевать специальные носки. Вот в этой части есть специальное уплотнение для того, чтобы не натиралось. То есть фирмы уже все давным-давно продумали. Также есть специальное уплотнение на пятки и возле ахиллового сухожилия, потому что у людей тоже там часто бывают проблемы. Есть специальный тест. Вы бежите, мы записываем все на видео. После этого анализируем ваш беговой цикл и смотрим, там, как стопа себя ведет. И уже на основе этого всего и анамнеза мы узнаем, какая у вас подготовленность. Мы подбираем обувь с правильной технологией. Пронаторы, супинаторы и с нейтральной пронацией. И вот у каждого человека стопы разные, и, соответственно, у каждого свой уклон или внутрь стопы, или наружу, или он бежит посередине. Такой интересный момент. В детстве все дети, когда их поставили на дорожку и они бегут, у них четко, правильно поставлена техника бега. Если у нас, к примеру, есть 35 моделей обуви, то после теста будет подходить 1-3. Ну, это чисто аналог. К нам девочки, особенно вот такой вопрос, приходят, говорят, ну, хотим вот эту и все. Мы говорим, ну, она вам не подходит. Ну, почему? Пробежите 5 километров, поймете. Нога отекать начинает у людей после 8-15 километра, опять же, по уровню подготовленности. И чем больше человек бежит, к примеру, марафоны, тем больше ему нужен размер. Но марафон это стабильно сантиметр. Но если человек хорошо подготовленный, то он может брать себе впритык обувь, чтобы хорошо чувствовать кроссовок. Но в конце, понятное дело, у него там деформации пальцев, такое происходит. На самом-то деле кроссовки для бега и для триатлона
вот если говорить, вот модель Нуса, есть она специально для триатлона, она практически ничем не отличается от модели трейнера, одни и те же показатели. Единственное, что в них изменено, это внутри кроссовка антибактериальные материалы для того, чтобы на босую ногу одевать кроссовок и комфортно себя чувствовать. Когда становишься, стопой не двигай вообще. Так, не двигай. Левую, не двигай. Да, давай. Да, садите. Высокий свод стопой. Ну что мы вообще мерили, вот еще показатель. Максимальная нагрузка на стопу в этом положении. Мы смотрим угол завала. От хилого сухожилия к икроножной центру. То есть у тебя в норме. То есть у тебя нейтральная пронация. Эти кроссовки подходят, но какой тебе вес тела? 78. Какой скоростью ты бегаешь? 5, 4,30 могу. Просто смотри, тебе нужны реально кроссовки с амортизацией поменьше. Здесь очень много амортизации в пяточной зоне. Тебе нужен перепад реально 4,6, так как у тебя техника позволяет бежать быстрее. Тебе не нужна эта амортизация, это лишний вес. На iPhone сбрасываются данные? Конечно. У тебя частота шага средняя 156. Ну, в меру длины ноги. И ты бежишь не за счет частоты шага, а за счет длины шага. То есть тебе нужно увеличить каденс, хотя бы, чтобы был 170. Ты слишком широко бежишь. А потом у тебя вертикальные колебания высоковатые. Все-таки, чтобы делать вещи правильно, нужно обращаться к профессионалам и использовать на сегодняшний день те технологии, которые существуют, чтобы это было и в кайф, и не вредило. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии с словами поддержки, благодарности и просьбой освещать какие-то дополнительные темы. Мы бы хотели сделать наш проект более интересным, поэтому рассчитываем на ваши вопросы, комментарии, с радостью будем на них отвечать. В дальнейшем мы будем включать в наши выпуски интервью со спортсменами, с людьми, которые чего-то достигли в спорте. То есть люди, которые имеют определенный опыт, которые тоже могут вдохновить, поделиться полезной информацией, служить примером для подражания. Я занимаюсь спортом с детства, с самого детства, и изначально занималась плаванием, сейчас триатлоном. Плавание в определенный момент мне надоело в одном и том же бассейне видеть одну и ту же обстановку. Если мы возьмем триатлон, разложим по видам, то мы увидим, что, собственно, это способ жизни. Изначально я тренировала ребят, начали поступать просьбы девушек. Приходят девочки на тренировки с мальчиками, в зал, плавательные тренировки, там, даже вело. Начинают тянуться за ребятами, начинают повторять за ребятами. Иногда даже, может, хотят обогнать ребят. К чему это все приводит? Они перетренировываются, у них все болит, начинает болеть колено чаще всего, ахилл, просто из-за перенагрузки. Мы с Данилом договорились, что я веду женскую команду, и у меня нет девочек слабых. Все они реально жесткие. Пусть они там кажутся такими вот спокойными, но они понимают, зачем они пришли. Профессиональный спорт всегда заканчивается плачевно. Всегда. Все мы уже знаем, и особенно в этом году это очень стало публично, что профессиональный спорт – это фармакология. Сейчас ВАДА только не успевает всех ловить на всяких запрещенных препаратов, да, которые, опять же таки, у каждого своего препарата есть побочный эффект. То есть не зря спортсмены уходят на пенсию раньше всего. Если вы занимаетесь любительским спортом, занимайтесь им, потому что любительский спорт, он предназначен именно для того, чтобы поддерживать свое здоровье. Поддерживать, а не вредить. Если приходят ко мне девочки или даже ребята, которые никогда не занимались спортом, вообще, это все вот slowly. Очень спокойно, очень-очень спокойно. И мы никуда не спешим, хотя иногда они там заводятся, почему, да я же могу, да. Всему свое время, и я всегда повторяю, что спорт – это не сегодня, не завтра, не цель на год или на полгода. Это ритм жизни, в котором нужно жить, а не так, что ты вот сегодня выполнил какой-то результат, и на этом все закончилось, и дальше пошел пить, курить. Приходит ко мне человек, я спрашиваю, твоя цель на сегодняшний момент? Есть люди, которые говорят, у меня нет цели. Окей, занимаемся, пока она у тебя появится, но она у тебя должна быть рано или поздно. Почему? Потому что я как тренер должна понимать, как мы тренируемся. Настя, а можно оставаться нормальным человеком, жить нормальной жизнью и там за короткий или за длительный какой-то срок
отрезок времени готовиться к серьезным соревнованиям наподобие Ironman? Это нереально. Триатлон – это тяжелый вид спорта. Он занимает очень много времени, требует много мотивации и, собственно, в финансовой части он тоже достаточно дорогой. Это ощутит твоя семья. Это, естественно, будешь ощущать ты, потому что в любом случае будет сложно. Будет сложно и психологически, и морально, и физически. Мне повезло со своими ученицами и учениками, потому что, приходя ко мне, они понимали, на что они идут. Если ты почувствовал удовольствие от спорта, вот в чем кайф. Его главное почувствовать. Ну, я весил 82 килограмма, мне было 20 лет. И, оглядываясь вокруг, я понимал, что это не самый правильный образ жизни, внешний вид для человека в таком возрасте.